Ляззат Асанова, 16-летняя пианистка, принимала участие в освободительном восстании казахской молодежи против авторитарно-колониальной системы. Восстание состоялось 17-18 декабря 1986 года. СССР – самая большая империя XX века. Империя, которая политикой к национальным меньшинствам повторяла действия Российской империи. Советский Союз, как и Российская империя, проводил политику руссификации, конечной целью которого была ассимиляция всех народов, о чем честно говорил, например, Никита Хрущев. Поэтому выход из тюрьмы народов был единственным путем, который мог спасти нацию от уничтожения путем ассимиляции. В 1986 году Москва отправила на пенсию Динмухамеда Кунаева и назначила вместо него руководителем Казахстана Геннадия Колбина. Назначение из Москвы руководителя, не связанного с республикой, вызвало массовые протесты молодежи, декабрьские события, которые были жестко подавлены. Значит, когда в декабре 1986 года Горбачев назначил Колбина руководителем Казахстана, они, молодежь, уже появились нацисты, вышли на площадь центральную в Алмате и шумели, что вот дайте нам казаха, это Казахстан. Вот тогда, в декабре 1986 года, если бы Горбачев жестко подавил все эти выступления, все, СССР бы сохранился. Казахи подняли это восстание, помня, что происходило с народом и территорией во время ставленников не-казахов, типа Голощекина, Мирзаяна и Юсупова. И это восстание стало первым крупнейшим национальным выступлением против диктата Москвы. После Казахстана в 1988 году вышли на митинг белорусы, в 1989 грузины, в 1990 таджики и азербайджанцы, а в 1991 литовцы и латыши. Так, 17 декабря 1986 года на площади в Алматы собралось около 10 тысяч человек, требуя отстранения Колбина. Митинги стали подниматься и в других городах. Итого численность участников по Казахстану достигла около 30 тысяч человек. Средний возраст участников составлял 25 лет. Москва на это решила перебросить из Новосибирска, Уфы, Свердловска, Челябинска и других городов 50-тысячную вооруженную армию. То есть на одного безоружного каратели прислали 5 вооруженных солдат метрополии. Так, в течение 16-19 декабря на подступах к Алматы была создана крупная оперативная группировка военнослужащих из состава частей Среднеазиатского, Московского, Ленинградского военных округов, военно-морского флота и внутренних войск МВД. Солдаты отличались особой жестокостью. Избивая лопатами и палками, били головой об лед, а затем бросали тела в сторону здания ЦК. При подавлении восстания было арестовано 8,5 тысяч человек. Убито по официальным данным 168 человек. Приговорили к казни 2 человека. По данным библиотеки Конгресса США, всего было убито 200 человек. Все они предположительно захоронены в братской могиле кладбища Западное. В наши дни люди, поднявшие восстание 1986 года, являются символом независимости Казахстана. В их числе юная 16-летняя пианистка, студентка Алматинского музыкального училища имени Чайковского Ляззат Асанова. Ляззат родилась 27 июля 1970 года. Была круглой отличницей. После школы поступила в училище. Перед вами фотография, сделанная незадолго до декабрьских событий. Ляззат оставалось жить не более месяца. Студентка была убита сотрудниками КГБ во время допроса. Она, как и другие 10 тысяч молодых людей, встала на защиту своего языка и культуры, выйдя со следующими лозунгами. Достаточно жить в рабстве. Хватит диктовать. Ни одной нации, ни одной привилегии. Почему руководитель не казах или кто-нибудь из Казахстана? Какая из республик имеет руководителя другой национальности? Почему сняли Кунаева? После кровопролитного подавления восстания Ляззат была обвинена по статье 65 Уголовного кодекса Казахской ССР вместе с другими арестованными. 5 дней, подвергая Ляззат издевательствам, от нее допытывали сведений об единомышленниках. Но ничего нового не добились.
Поэтому после тайно поздно ночью 25 декабря 1986 года еще живую Лязат, обездвиженную, с перебитыми руками и ногами, с ожогами по всему телу и сожженными волосами, каратели пронесли в общежитие музыкального училища. А далее сбросили девочку с 5-го этажа. О чем они думали в этот момент? Скорее о повышении, о наградах, о возвращении к себе домой, откуда приехали. По сведениям членов комиссии, тело Лязат было найдено через несколько дней в общежитии музыкального училища. Его подобрали после того, как она разбилась. В 2006 году, в день 20-летия декабрьских событий, Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым был открыт монумент Тәуелсіздік таңы, переводится как «Заря независимости», который установлен рядом с той самой новой площадью. Проспект Мира в городе Алматы был переименован в Желтоксан в память жертв событий декабря 1986 года. Тем не менее, тема Желтоксан до сих пор запретна в России. Документы засекречены, а многие инициаторы и пособники московских карателей до сих пор благоденствуют. На протяжении 4 лет то место, где лежало тело Лязат, я наблюдала каждый день, так как окно класса моего дедушки, который преподавал в музыкальном колледже всю жизнь, было направлено именно туда. Дедушка как-то сам рассказывал эту историю, но очень односложно. Мне кажется, что после собрания педагогов колледжа, ранее училище, которое проводили после Желтоксан, педагогам было запрещено говорить о Лязат. Вечная память Лязат.